Итак, дорогие друзья, продолжаем дарить вам работы. Золото. Это заманчивое слово «золото» и заманчивые понятия золота. В этом мире были успешны те люди, у кого было много золота, богатства. Не только потому, что это красивый металл и украшения дорогие, а еще потому, что золото само по себе дает энергию, очень сильную, мощную энергию, которая притягивает не только деньги, но и удачу. Помните, когда инки начали отдавать свое золото за всякие побрякушки, меняли на различные подарки, как им казалось, диковинные, на ткани. У них было очень много золота, они из этого золота строили храмы из золотых кирпичей и не придавали значения этому золоту, относились к нему как бы равнодушно, если не презрительно, поскольку этого металла им было очень много. И они избавлялись от этого золота с большой охотой, без какой-либо боли и сожаления. И в итоге они отчасти лишились своей защиты. Медальоны золотые, манисты золотые, они не просто так носили. Носили на лбу, там, где третий глаз, да, переносится. Почему носили эти золотые медальоны? Потому что золото усиливает седьмое чувство, внутреннее чутье. И считалось, что это отчасти защитный амулет, который в нужный момент предупредит человека об опасности. Восточные народы дарят друг другу очень много золота. Потому как, во-первых, имея столько золота, человек спокоен, не боится завтрашнего дня. Если человек не боится бедности, значит, этой бедности не будет. Значит, бедность не постучится в его двери. Поскольку чего мы боимся, то и притягиваем. И, во-вторых, подаренное золото несет энергию блага, богатства. Дарите своим детям золото. Пускай немного, пускай сколько вы можете, насколько у вас хватит денег, даже маленькое колечко. Поверьте мне, что одно золотое колечко приумножится во много раз, потому что золото имеет такую особенность притягивать себе подобных. Люди, которые презрительно относятся к золоту, абсолютно не признают. У них деньги не копятся. Для того, чтобы копились деньги, нужно иметь хотя бы какие-то золотые вещи. Это как денежный магнит, который притягивает в дом имущество. Я уже не говорю о дорогих камнях, мы пока говорим про золото. Итак, я научила вас, как получать дары. Я подарила вам ритуалы на внезапную удачу, богатство, на денежные подарки. Кстати говоря, получить денежные дары. Посмотрите. Сон шаманки, он вышел недавно, на днях буквально, но уже очень много положительных отзывов, что у людей тут же получилось именно получить денежные подарки, хорошую работу, которую они хотели. И вот прям на днях, собственно говоря, просто начитав, они получили эту работу. А теперь, как получить золотые дары? Итак, чтобы получить не просто дары, а золотые дары, золотые подарки. Мне кажется, что те, которые не раз уже проводили мои работы
и с помощью моих работ начали жить новой жизнью, давно уже поняли, что для магии нет никаких преград. Да, вы будете получать подарки и денежные, и золотом, и чем угодно, если проведете ритуал. Это не просто реально, это более чем реально. Как, например, то, что вы включите телевизор и увидите там экран, и передачу, и все, что вы хотите. Вот настолько это реально делать. Итак, для этого нужна золотая свеча. Здесь не обязательно ваши золотые украшения, может быть, их у вас и нет. Но золотая свеча обязательно. Просто золотая свеча. Алтарь может быть красный, зеленый, черный. Читайте на золотую свечу, гасите. Эту свечу используют только в этом ритуале. Снова, то есть через некоторое время, раз в 3 дня можно сделать. Снова зажгли, 6 раз начитали, погасили. Очень может быть, что после первого раза вы получите золотой дар. А может быть, через некоторое время. Еще раз говорю, что те, которые только что зашли на мой канал и тут же побегут делать в надежде все получить, у них вероятность получения не очень высокая. Это для людей, которые уже приучили себя к ритуалам. И они знают, как это работает. Поэтому те, которые только зашли, пока изучите мой канал, попробуйте делать сначала чистки и прочее, прочее. Приучите свою энергию к таким сильным ритуалам. Только после этого бегите делать такие ритуалы. Ну а те, кто давно на моем канале, у них обязательно это получится. И получится по-разному. Например, у них получится накопить и купить то, что они хотели, или будет очень большая скидка, настолько большая, что они смогут позволить себе купить. Это тоже золотой дар. Это тоже вам подарок только от судьбы. То есть помочь вам приобрести то, что вы хотели, но за очень, скажем так, большой уступок, да, за большую скидку, но суметь приобрести. Иногда бывает, что скидка аж до 70%. Человек так хотел и не мог себе позволить, а приходит, а тут аж 70% скидка. Всякое случается. Может, переезжают, может, нужно им срочно распродать товар. Так надо иногда для обновления, да, всего магазина. Всякое бывает. Но проведите, и золотой дар вы получите. И каждый раз будете проводить некоторое время. Через некоторое время этот дар к вам снова придет. Заговор на армянском языке, поскольку вы знаете, что армянский язык один из древних в мире и обладает очень сильной энергетикой. И этот заговор основан на заговоре моей прабабушки, но напрямую передать я не вправе. Мне нужно некоторые слова видоизменить. Но это не имеет такого особого значения. То есть напрямую весь заговор передать нельзя, поэтому слегка определенные слова изменены, чтобы оно сработало у вас. Потому что в том виде, в том качестве, в котором мне передано, оно только мое и для меня. Если я хочу передать другим, чтобы у этих людей работало, то я должна определенные слова там менять. Но это абсолютно незначительные слова, это всего лишь там название украшений и прочее, прочее. Немножко видоизменено, чтобы оно у вас сработало. А ключи и прочее, это все как было, так и есть. Итак, еще раз говорю, тем, кому срочно нужен этот ритуал. Еще раз говорю и объясняю. Ждите. Через некоторое время Яна обязательно этот ритуал записывает. Внизу набирает текст. Поэтому имейте терпение.
Я понимаю, что это на другом языке, и вы боитесь неправильно написать, но это не имеет никакого значения. Перетерпите или перепишите сами. Внизу прошу этот ритуал не писать, даже тем, кто знает армянский язык, потому что удалю. Это не нужно. Это в сыром виде, это наполовину ритуал. Понимаете? Оно идет потом по интернету. И не совсем понятно, где читать, зачем, почему. Нужно, чтобы было все объяснение, весь ритуал целиком и прочее, прочее. Поэтому будьте добры. Не лезьте вперед, батьки. Несколько дней потерпеть можно. Итак, начнем. Воски асар, воски кар, воску астват, инз воски тур. Воски агет, воски ажайр, воску астват, инз воски тур. Воске анца, воску астуц, есть стаца. Воски асариц, воски кариц, воску астуц, воски ара. Воски аматани, воски шахта, воски аохер, воски апусак, апаранджан, воску аствац, ինձ ոսկի ուղարկիր, շատ ուղարկիր, լավն ուղարկիր, այդպես լինի. Я так читаю, вы, естественно, вместо буквы Г можете говорить Х. Я читаю как положено. Воски асар, воски кар, воску аствац, ինձ ոսկի тур. Воски агет, воски ажայր, воску аствաց, ինձ ոսկի тур. Воски ընծա, воску աստծուց, ես ստացա. Ոսկի ասարից, ոսկի քարից, ոսկու աստծուց, ոսկի արա. Ոսկի ամատանի, ոսկի շղթա, ոսկի աղեր, ոսկի ապսակ, ապարանջան, ոսկու աստված ինձ ոսկի ուղարկիր. Շատ ուղարկիր, լավն ուղարկիր, այդպես լինի. Ոսկի ասար, ոսկի քար, ոսկու աստված ինձ ոսկի տուր. Ոսկի ագետ, ոսկի աժայր, ոսկու աստծուց, աստված ինձ ոսկի տուր. Ոսկի ընծա, ոսկու աստծուց, ես ստացա. Ոսկի ասարից, ոսկի քարից, ոսկու աստծուց, ոսկի արա. Ոսկի ամատանի, ոսկի շղթա, ոսկի աղեր, ոսկի պսակ, ապարանջան, ոսկու աստված ինձ ոսկի ուղարկիր. Շատ ուղարկիր, լավն ուղարկիր, այդպես լինի. Ոսկե, ոսկի, ոսկя, золото, золотое, из золота и так далее. Корень слова воски. Золото. Когда свеча догорит, последний раз, когда будете проводить, просто потушите пальцами или гасилкой, не дуйте. И все, и выкиньте. Откуп здесь не нужен, откуп здесь ваша радостная энергия, которая пойдет к Богу золота. К Богу, дарующему золото. Не тому Богу, а золотому Богу. Наверное, так правильнее звучит. Всем удачи и всем много золота. Пригодится.